Приветствую вас, друзья, на канале Гаражный Бездельник. Посмотрел в интернете несколько роликов, как сделать табуретку из полипропиленовых труб. И ни одна из них мне не понравилась. И я сделал свой вариант. Считаю, что самый лучший. Сейчас я вам продемонстрирую подробную инструкцию, как сделать идеальную табуретку. Табуретка у меня это будет уже не первая, то есть уже были пробы и ошибки, учтены казусы. Теперь исправленная версия сейчас будет вам продемонстрирована. Для этого нам нужно, собственно, полипропиленовая труба 25 взята. Сколько мы ее потратим, и подведем итог в конце ролика. Нужно будет 8 вот таких вот 90 градусов углов, опять же 25, 4 тройника, 1 крест, 4 болта, шестерка болт с гайкой с пластиком и обязательно мебельный, чтобы вот здесь был квадрат. Для чего это, покажу немножко попозже. Еще нам нужен будет материал на само сиденье, его мы достанем позже. Из инструмента нам нужно паяльник для полипропиленовых труб, ножницы и рулетка. Пока все. Приступаем. Начнем с изготовления стоек. Отрезаем 4 кусочка по 21,5 сантиметров. 21,5 сантиметров. Делаем их 4 штуки. 4 таких детали. Готово. Припаиваем к ним тройники. После соединения у вас еще есть несколько секунд поправить, если что-то криво. Следующий этап. Отрезаем 4 отрезка по 14 сантиметров. Теперь соединяем их с деталями первого этапа вот таким образом. И успеваем выравнивать, чтобы было прямолинейно. Закончили. Следующий этап. Отрезаем 2 отрезка по 18,5 сантиметров. Итак, 18,5. 2 отрезка. Следующий этап. Продолжаем делать в верхней части табуретки. Присоединяем сюда уголки 90 градусов. Точно так же сюда нужно соблюсти соосность. Вот таким образом. Это у нас в верхней части. Следующий этап. Нам нужно к верхним частям присоединить стойки. Выше будет длинная часть, ниже будет короткая часть. То есть вот таким образом нужно соединить. Но вот этот вот тройник
он должен торчать под 45 градусов. Это, конечно, придется делать на глазок. Обойдемся без штангенциркуля. Для этого мы сделаем метки. Еще нюанс. Нам нужно сделать их не вертикально, а трапецией. То есть вот таким образом. Для этого я выбрал на кафельной плитке прямой угол и буду соединять его по этому прямому углу, но с отступом примерно на 2 пальца. Это уже путем моих предыдущих проб. То есть здесь у нас центр вот тут вот будет. Эта деталь у нас идет параллельно шву плитки, а эта деталь у нас идет примерно вот так вот. Тут великая точность не нужна. Главное, чтобы нам нужно сделать вот 4 таких угла, чтобы эти 4 угла были все одинаковые. Приступаем. Вот таким образом. Вторую сторону расчертить то же самое вот здесь вот. Нам нужно изготовить 2 таких запчасти, 2 таких трапеции. Вторую такую трапецию мы уже можем делать по этому шаблону. Более-менее углы одинаковые. Размечаем примерно на 45 градусов. Делаем. Уже можно мерить вот по этим углам, сопоставлять. Следующая деталь. Продолжаю подравнивать. Все, остыло. Вот теперь уже получается что-то угадывается уже табуретка. Прекрасно. Перейдем к следующему этапу. Отрезаем 2 детали по 28 сантиметров. Итак, 2 детали по 28 сантиметров. Присоединяем к этим 2 деталям по 2 уголка. Так же, как это мы делали на верхних частях. Это у нас будут нижние части.
Теперь нам нужно сделать трапецию, теперь обратную трапецию. Таким образом. Здесь должно быть 90 градусов. А вот здесь нужно также повернуть. Как мы там поворачивали в ту сторону, теперь в эту сторону поворачиваем. И угол примерно такой же. Два пальца. Так, это будет параллельно шву кафельной плитки, а это будет по нашей метке фломастером. Вот таким образом. Так, нам важно вот этот угол 90 еще выдать. Ага, чуть не сделал правильно. Вот эти выходы этих тройников должны торчать вовнутрь. Делаем. Вторая сторона. Опять по нашим меткам. Вот уже что-то похожее на табурет. Осталось нам сделать крест, чтобы ножки туда-сюда не гуляли. А вверх у нас укрепится сидушкой из куска ДСП. Продолжаем. Теперь нам нужно 4 отрезка по 16 сантиметров. Итак, сделаем 4 куска одинаковых по 16 сантиметров. Теперь нам понадобится вот этот крест. Делаем, собственно, крест. Переходим к самому сложному этапу. Ждем, когда эта конструкция полностью остынет с запасом. И приготовил я 2 вот такие вот распорки, чтобы поставить в середину вот этот вот крест, распорку усиливающую. Надо тут здорово изловчиться. Так, разопрем вот эту конструкцию. Теперь будем ставить сюда крест. Ждем, когда остынет. Итак, финальный стык пайки на этом табурете завершен. На следующем этапе нам понадобится дрель и сверло. Сверло нужно взять 6 мм или чуть побольше. Сверлим край уголка
Для того, чтобы закрепить сидушку. Сверлим насквозь. В качестве сидения хотел использовать ДСП. Но ДСП не нашлось. Нашлась многослойная фанера. Толщиной получается 13 миллиметров. Пробуем делать из нее. Отпилил ножовкой. Отпилил немножко углы. Сейчас обработаем вот таким кругом все пробочки, чтобы они нам не резали ничего. И будем устанавливать. Пробуем размечать. 17,5. 17,5. У нас 30 ровно. Минус 17,5 остается 12,5. 12,5 пополам. 6 и 2. Здесь меньше, но сделаем побольше и выровняем. 21. Так, здесь не перепутать. Не вот так. 21. Вот это расстояние. 21, здесь у нас 30, значит остается 9. 9 пополам по 4,5. Табуретка еще не готова, а на ней уже можно работать. Приготовлены у нас 4 болта, шестерочка мебельная с квадратом под шляпкой длиной 60 миллиметров. Гаечки с пластиком внутри. Перевернул и не беспокойся, что ослабнет. Специально сделал потуже, чтобы квадрат не провернулся. Здесь резьба на 6, а сам шток на 5. То есть резьба катаная. Поэтому вот так. Сейчас придумаем. Сварочный зажим. Все подходит. Померили, все отлично. Квадраты загнали в фанеру, теперь этот болт не провернется. Берем вот такой кусочек пенопола, остаток, и оборачиваем наше сиденье.
нашел вот такой старый бэушный кусок кожзаменителя. Попробуем его приторочить. Есть у нас строительный стакан. Попробуем задействовать его. Потом-то мы прижмем болтами к табуретке и пробуем. Во всех 4 местах 3 не лезет. Очень богатый. Табуретка готова. Тестируем. Практически не качаться. Чуть-чуть. Ну, идеально спаять трубы крайне тяжело. Но эта неравнота, она под весом тела выравнивается. Преимущество то, что когда вы вынесете на природу, на барбекю, на даче, эти ножки не удавятся в землю. Последнее испытание. Ну что, кому понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!